Нас двое, и мы исследуем заброшенный мир. Вокруг нас много физических явлений, которые можно спутать с паранормальным. Но мы постараемся разобраться, где вымысел, а где правда. Развеем мифы и оставим только истину. Вы готовы оказаться по ту сторону? Тогда вперед! Всем привет, друзья! Привет! Вы на канале Отас, меня зовут Алена, рядом со мной Марта, и сегодня мы приехали в очень интересное место, необычное и довольно-таки старое. Да, это исторический городок Свислочь, и здесь есть древнее еврейское кладбище, где есть прям захоронения, очень старые плиты, и мы хотим сейчас пойти посмотреть все это дело, показать вам. И здесь рядышком находится что? Одно из самых древнейших строений, которое относится к средневековью истории нашей страны, Беларуси. Тоже вам покажем. Выпуск довольно-таки интересный, будет, мне кажется, насыщенный на эмоции, поэтому готовьтесь от переизбытка нашего. Вот. Ну и приятного просмотра. Мы отправляемся прямо вон туда, в эту лесную небольшую гущу. Вперед! Старое еврейское кладбище, Могилевская область, берег реки Березина. Кладбище находится на крутом берегу над излучиной реки Березина. Основная часть – это заросший лиственными породами участок, кое-где имеющийся не так давно вырытые ямы авторства или черных копателей, или доморощенного сиповического краеведа, который называет возвышенность городище еврейское кладбище и пытается искать там культурные слои. Большинство камней инвентаризованы путем проставления номеров, крайне зафиксированы 203, синей краской. По словам местных жителей, возможно 5 лет назад, возможно 15. По краям кладбища расположены крупные валуны без надписей, предположительно для обозначения границ. Ряд основного массива, расположенный ближе всего к Березине, отделен рвом глубиной 1–1,5 метра. Предположительно, на валу этого последнего ряда находятся самые старые мацелы. Около 10% камней лежат надписью ниц, причем большинство из них именно на этом валу, чему способствовали их размер и откос. Вероятно, такой же процент камней ушел под землю, а так как кладбище покрыто лиственным лесом с большим количеством корней, перевернуть, извлечь их весьма проблематично. Некоторое количество камней расположено непосредственно у крутого берега Березины, что может свидетельствовать о том, что ранее кладбище занимало большую площадь и камни были утрамбованы, в том числе машинами рыбаков. Несколько камней находятся над самим обрывом. По словам местных жителей, некоторые обрушились по мере эрозии берега. Один из жителей поселка говорил, что помнит, как лет 30 назад из глинистого берега торчали кости, через которые уже проросли кусты, а эти останки раскапывались местной молодежью. Вторая часть кладбища находится к северу слева от рыбацкой дороги. У ее края и в яру, спускающемся вниз вдоль тропы к болотистой пойме Березины. Примечательно наличие 3 огромных дубов, несколько сотлетних, в крайней восточной части около дороги и в самом низу, у самого выхода из зеленого массива к пойменному берегу. Ребята, вот вход и сразу. Смотрите. Вот это плиты. Это плиты, которым уже не 100 лет. Жесть! И вот здесь вот дорога. Про это место мы узнали от наших знакомых. Они сюда просто приезжали на рыбалку, ребята, и они едут по дороге, уже были сумерки, и они не поняли сначала, что они ехали по гробовым плитам, ребята. Обалдеть. Мурашки. У меня просто какие-то вообще жесткие мурашки. Давай поближе подойдем, посмотрим. И они, видите, как-то так разбросаны.
нету могил. И говорят, что эти камни постоянно перекладывают. Видите, местные их как-то даже нумеруют. Цифры какие-то есть. Вот тут есть надпись как будто. Но ее не видно. Не разобрать, ребята. Вот тут вот на надгробиях вот есть. Ребятки, вот сразу тут река. Ничего. Блин, мы стоим на чью-то могилу. Обалдеть. Это просто жесть. Тоже смотри, вот с этой стороны иди Прям смотри. Красный камень, красный. Иди смотри с этой стороны. Там реально что-то написано, ребята. Мы попробуем потом разобраться. Вот туда они дальше идут, ребятки. Вот туда дальше они идут прямо по всему лесу. Сейчас мы вон туда еще дальше пройдем по прямой. Может, цветы? Я вижу, что там тоже вон есть. Я надеюсь, Простите, что мы ходим Да, по вам. да. На нас не обидятся эти люди. Эмоции, на самом деле. Я когда проезжаю просто мимо кладбища, ребят, уже эмоции не очень. А когда ты ходишь среди старинного кладбища, старинного. Вот. Смотри, какой дуб. Да, вот про этот дуб тоже рассказывали, как из слоновой лощины, типа. Очень похож. Сними его сверху, офигеть. Сюда можно залезть, ребята. Очень большое такое, видите, насквозь прожжено. Вот походу по этой плите они тогда проехали. Наверно. Смотри. Жесть Ребят, какая. плита просто вот на дороге. Считай, просто на дороге. Да, наверное, да. Жесть какая. Тоже надпись на плитах. Место, конечно, сейчас мы вам покажем. Это место с горы. Тоже такая плита, ребят. Очень красиво. Жесть какая. Там он, Марточка, снимает вам виды. Вы просто посмотрите, ребят, насколько красивое место. Просто фантастически. Люди ходят. Ну, Да. здесь деревня рядом, ничего не сделать с этим. Удивительного, да. Вот. Но, конечно, место. И вот здесь вот полностью захоронение. Да. И вот такая вот шикарная утес, река. В общем, вообще офигенно. Вот плита, ребята, вот плита, вон там, вот. Они все как грибы тут, просто как грибы. Еще решили чуть подальше пройти. Вообще их много. Ну, они рядами, или мне кажется? Уже цветочки цветут. Такие красивые. Слушай, что это за цветы? Вот, видите, ребята, вот уже пошли. Природа зацветает. О, обалдеть просто, ребята. Может, там сможет что-то разобрать? Конечно, ночью. Тут Уже сумерки, ребята, да. Но ночью здесь, наверное, жутковато. Здесь даже написано, кстати, не по-русски, здесь еврейский. Да. Ребята, если кто-то что-то поймет, что на них написано, там имена, даты, разберете. Просто смотрите, одна на одной. Напишите нам, пожалуйста. Ну это жестко.
столько звуков уже начинается, уже все мерещится. Всю камеру подтормаживаю. Ну, ребятки, камера начала подтормаживать. Интересно. Начинаются какие-то лаги. Здесь маленькие, здесь больше может со временем. Но они, видимо, в землю уже въелись со временем просто. А вон те большие камни, интересно, это тоже? Вот видите, опять пронумерован. Видимо, считали. Возможно. Там написано, там было на входе 82. Ой, я надеюсь, что я по могилам, ребята, не хожу, но это вообще не как вы ходите? исключено. Вы просто посмотрите. Вот прям ряд. Это прям вон могилы рядом. Это вообще. жестко. Ну что, Вы посмотрите, ребята, как Место- тормозит камера. камера тормозит капец, хотя я сейчас перезагружала. Я думаю, что в таких местах все-таки определенная энергия присутствует. И какие-то шорохи, но я думаю, надеюсь, это какие-то насекомые просыпаются. Ну да. Но стоим мы конкретно Посреди посреди этого. могил. Ощущение, скажем так, не сильно из приятных. Но эксперимент мы проводить не будем. Мы не знаем толком эту историю этого кладбища, и смысл кого-то вызывать вообще никакого нету. Но мы попробуем провести, наверное, эксперимент около развалин. Там хозпостройка, ребята, была когда-то. Она принадлежала к историческому комплексу, где жили очень влиятельные люди на то время. Обязательно историю тоже приложим. То, что нам известно на текущий день, потому что это постройка относится к 12-14 столетию. Вы представьте, это сколько лет назад? Да, поэтому там мы, может, какой-то 1000. эксперимент проведем, посмотрим на обстановку там. Ребята, тут еще дуб, который просто необъятный. Вот опять-таки плиты. Что там такое, Марта? Вот еще одна могильная плита. Смотрите, какой дуб. Камера этого не передает. Но это просто капец. Это просто капец, какой он огромный. Я в шоке. Это, знаете, похоже на какой-то фильм ужасов. Я думаю, что ночью мы бы здесь с тобой, мама, мать моя женщина. Мать моя женщина. Засними, какая я на фоне дуба. Это просто нереальный масштаб. Охренеть. А какие ветки, это, понимаете, это вот ветка, она как отдельное дерево. Вот эта ветка как отдельное дерево. Это не обнять даже, ребята. Вот. Могила, иди сюда. В смысле, какая могила? Что это такое? Ты не снимала мое лицо, да? Это что такое, блин? Ребята, Реально, ребят, это вырыто. это кто-то выкопал отсюда. Это, может, выкорчевывали дерево, но это Ну как выглядит- можно выкорчевать Это дерево? выглядит, как будто реально раскопали какую-то плиту или могилу. Я не знаю, может, здесь была плита, и ее выкопали. Но это смотрится реально жестко. Капец. Капец, ребята. Течение, вон, смотри, пересекается. На самом деле природа здесь очень красивая. На дереве. Вон закат, ребята, очень красивый. Ну вот это просто жесть. Я бы никогда бы в жизни не подумала. Вот это просто, ребята, ну это просто. Это вы моего лица не видели, конечно, и хорошо. И моего тоже Да. не засняла. Тоже видите, с этой стороны это дуб огромный, он тоже черный, молния его пронзила. Под деревом. Не знаю, но выглядит это, конечно, супер жестко.
опять-таки могильные плиты. И вот это кладбище, ребята, потихоньку сползает к реке. Здесь бывают оползни. Конечно, это займет еще очень много лет, чтобы полностью это все ушло в воду, но рыбаки через всякие видеорадары, там, которые они используют при ловле рыбы, потому что здесь течет река Березина, она очень глубокая, видели. И, кстати, которые занимаются подводной рыбалкой, тоже люди, они говорили, что там на дне реки тоже лежат плиты этого еврейского кладбища. В общем, вот такая вот, ребята, локация. Мне кажется, это определенно стоит вашего внимания и вашего лайка. И, конечно же, комментария. В общем, поднялась я с Мартуленькой от того дуба. Я под огромным впечатлением. Впечатлений, как всегда, много. Да. Даже не от того, что это старинное кладбище, это понятно, а от самого антуража этого места, где оно находится, от этих дубов, от этого всего в совокупности. А мы как раз на фоне вот этого горелого первого дуба. Да. Вот, и мы решили, что выпуск будет из 2 частей состоять. Вот, сейчас мы подводим итог первой части, и дальше мы вам покажем еще, что здесь находится интересное. Это хозяйственная постройка 12-14 столетия, относится она к средневековой Беларуси. Я думаю, она тоже вас однозначно покорит, поэтому отдельного выпуска это тоже заслуживает. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Ждем от вас комментарии, лайки, подписки. И встретимся в следующем выпуске. Пока-пока. Пока.